И всем доброго времени суток, это 24 часа только портала. Суть видео в том, что я играл все 24 часа только в Portal 2. Но в процессе видео были проблемы с записью, из-за чего не прям 24 часа. Но из-за этого видео не станет менее интересным. Так что не буду медлить и всем приятного просмотра. Она не расскажет, но покажет многое. Пока нахуй тебе, надеюсь, ее подноготную. Я заработал на комфорте, на запах отводного. Она рядом мокрая. Ну, наверное, и без меня все знают, с чего начинается Portal. Мы встаем и нам говорят о зарядке. Все испытуемые в Центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. Конечно, мы его послушаем и ёбнем легкую зарядку. Но также послушаем классику и оглохнем от резкого пищания. После зарядки мы идем падать в кому, чтобы в дальнейшем не проснуться нахуй. Но, к сожалению, нас будет шар. И мы начинаем уезжать из этой капсулы. Слушать его советы мы, конечно же, не будем. И держаться за что-либо тоже мы не собираемся. Говорить мы не умеем, поэтому будем кивать и отвечать прыжком. Просто скажи «да». Дальше, успешно въебавшись в стену, чуть не улетев нахуй, мы сделаем это несколько раз. Но первый раз я все же ебался головой в металл. Но это не страшно, ведь мы и так не умеем говорить. Так что больше у нас нечего отнять. После падения мы будем проходить очень сложные испытания, ведь не каждый сможет поставить куб на кнопку. На это способно лишь 90% игроков. Пройдя эту очень сложную загадку, мы идем еще ниже. Выйдя из двери и спустившись ниже, мы успешно упали в канализацию и смогли найти только одну портальную пушку. Ну, вернее, не одну, а которая может ставить только синий портал. И это уже круто. И это уже охуенно. Дальше увидел кубы, которые успешно улетели из лифта на прямо в текстуры. После отличного джаза я поставил куб и пошел дальше. Там уже загадка чуть более сложная. Ну и поскольку я должен играть в Portal 24 часа, то я пытался найти все потайные комнаты. В одной из комнат, кроме кучи непонятной хуеты, я больше ничего не нашел. Так что пошел обратно в лифт. Разумеется, если я буду мусолить каждую комнату, то это видео затянется больше, чем 24 часа. Так что слишком простые камеры я буду пропускать. Пройдя еще одну камеру, нас успели оскорбить, что мы живем в племени. Отлично, творец будущего. Однако, если вы старые, недоразвиты или страдаете от увечья или радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Ну ладно, на это мы забьем хуй. Снова видя шар, нам снова сказали, что мы слабоумные. Заебись. Это прекрасная иллюстрация, что люди с повреждениями мозга в конечном итоге настоящий герой, правда? Какая? После чего он будет говорить, что надо его поймать. Но я очень не хотел его ловить. Так что он успешно уебался об пол. Потом он еще и просит отвернуться. Но, разумеется, я очень хотел увидеть, что он будет делать. Но он ничего интересного так и не сделал, просто покрутился и открыл стену. Дальше чекпоинт и следующая локация. Встреча с Глэдис. Для начала нас предупреждают о том, что, возможно, нам будет пиздец. Но так как мы не хуем деланные и смелые, то мы идем дальше. Прыгаем с высоты, даже не смотря вниз. Затем слушаем успешный бред синего. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогаем, ни на что не смотрим. Нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрел, и там не написано «спасательная капсула», больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, не вернее смотри, но не... Ну ты поняла. После чего подключаем его для включения света. Но этот долбоеб начал вырубать все, что только мог. Ну а также Глэдис оживает, когда мы поднимаемся наверх. Поэтому синего успешно хуярят и выкидывают в яму. Отличное вступление в науку. Не знаю, как мы так удачно все пролетели, но мы пошли за портальной пушкой. Когда я ее найду, можно официально считать, что игра начата. Найдя портальную пушку, мы идем путешествовать по коридорам. Глава 2.
Как только начинается голова, мы быстро проходим камеру с лазером. Ибо я не долбоёб. Следующую комнату я также быстро прошел, перед этим сломав камеру. Затем нас радуют результатами. Прекрасно. Вот результаты теста. Ты ужасный человек. И мы идем в следующую комнату. Радуют нас очень отличными новостями. Нам сразу говорят, что мы живем без матери, и мы жирное уебище. Теперь есть научное объяснение, почему твоя мать бросила тебя при рождении. Следующая камера вроде как тоже простая, но не могу ее не упомянуть. По мере прохождения я также видел баги, например сейчас, когда GLaDOS чистит проход от мусора. Открыв стену, но мусор пропал раньше, чем стена закрылась обратно. Я гляжу, тут все пропадает или остается там, где не должно быть. Но это мы забьем. Камера с воздушкой. В камере с воздушными панелями ничего сложного тоже нету. Но нам рассказали о том, что мы дышим отличным воздухом. А именно... Ты дышишь не настоящим воздухом. Закачивать его так глубоко под землю слишком дорого. Мы просто удаляем двуокись углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно. То есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Улучшенные воздушки. Встречают нас с тонн битого стекла. Но я хотел пропустить часть и вместо куба поставить на кнопку шар. Но, к моему сожалению, это не сработало. Так что придется ждать куб и только потом проходить дальше. Перед лифтом нас снова хуярят оскорблениями. Помнишь, я говорила тебе про мусор, который стоит и смердит без всякой пользы? Это была метафора. Я имела в виду тебя. И я прошу прощения. Ты не отреагировала сразу, и я забеспокоилась, что ты пропустила это мимо ушей. Тогда извинение выглядело бы чем-то ненормальным, поэтому я только что снова назвала тебя мусором. Камера с кубом в сердце. Сходу на нас поехал поезд, но вернее только его звук. Громких звуков. Но и он тоже звучит нихуево. И также нас троллят, растворяя куб. Как только мы его берем, она растворяет его, что делает прохождение еще длиннее. Но мне же от этого только лучше. В этой камере тоже ничего сложного не было. Но куб я пытался спиздить, учитывая, что поле было сломано. Но мне снова не позволили этого сделать. Камера с ускоренной речью. Начало перед объявлениями нам закинули ёбнутый вкид. Вот. Если у тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Что я ничего не понял. Разумеется, сейчас в процессе монтажа я могу все это замедлить. Так что нам это не помогло во время прохождения, будем без этой речи. Сначала я пытался понять, куда мне ставить порталы, чтобы все работало, но потом понял и прошел дальше. В коридоре я кайфанул вместе с панелью и разбил себе ебальник об стену. Камера с синим и панелью. Снова нам говорят, что мы сплошное сало, и в тайминг нам говорит и синий, и GLaDOS. Но дослушать нам, конечно, его же не дают. Поэтому проходим дальше. Полетев чутка, я понял, что нужно опять куб, и полетел уже за ним. Кнопка на соседней панели, так что придется еще раз метнуться туда. Дальше ставим куб и направляем лазеры, ну и идем дальше. На этом видео подходит к концу. Если вы читали название, то можно понять то, что видео поделено на части, то есть будет больше одной части. Дабы я не терял кучу времени из-за одного видео, которое вышло бы на час, а то и больше. Оно и так получилось не коротким, а тут еще и полное прохождение. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк за старания. Я правда пытаюсь сделать видео интересными. И всем пока.